Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня по-прежнему 2 августа, среда, и я продолжаю тему, которую начал в предыдущем видео. Это вопрос о разработке договора о гарантиях безопасности Украине со стороны Соединенных Штатов Америки. А потом, скорее всего, и надо этого добиваться, договора с рядом других государств. Я вам обещал, что расскажу о тех возможностях, которые здесь открываются объективно перед Украиной и которые нужно использовать. И использовать их это будет преступление перед страной. Так вот, есть такая организация в Вашингтоне, называется Атлантический совет. Многие, наверное, из моих зрителей слышали об этой организации. Это организация больших друзей Украины. Там работает, по-моему, два посла бывших Соединенных Штатов в Украине. Один из них господин Хербст. Ну и там другие очень авторитетные эксперты, которые время от времени разрабатывают очень серьезные доклады и предложения. И вот вчера они выдали очередной, я бы сказал, доклад, концептуальный документ, который, в общем-то, не говорит, то есть он не посвящен полностью Украине, но это концептуальное предложение о необходимости Соединенным Штатам скорректировать свою политику в отношении НАТО. И вот Украина туда вписывается просто великолепно. Ну, близко к тексту, лучше, чем они не скажут, поэтому буду рассказывать близко к тексту. Автор считает, что вторжение России в Украину в 2022 году резко изменило европейскую безопасность, а также отношение стран НАТО к своей собственной безопасности, которые за годы после окончания Холодной войны разболтались, расслабились, особенно это касается крупных таких стран, как Франция и Германия. И НАТО, как говорил при президенте Трампе президент Макрон, претерпела смерть мозга. Теперь ситуация резко изменилась, кардинально. О чем свидетельствует вступление в НАТО Франции и Швеции, страны, которых вековые традиции нейтральности. Германия, которая десятилетия, начиная еще со времен Холодной войны, еще со времен Советского Союза, сделала акцент на развитие экономических связей и политических с Россией, пытаясь таким образом посадить Шарикова, скажем так, за стол с приличными людьми и заставить его, отесать ему лика и заставить его стать человеком. Не получилось. Теперь Германия делает стратегический разворот обратно, спиной к России. Такие стратегические развороты делаются раз в столетие. Вот Германия его делает. То же самое, по мнению авторов доклада, делает Франция. То есть происходит цивилизационный разрыв Европы с Россией, который может длиться до конца этого века, а может быть и дальше. А вот что касается Соединенных Штатов Америки, то, по мнению авторов доклада, хотя США и сплотили НАТО, вдохнули, я имею в виду новая жизнь, новая администрация после Байдена, после Трампа, она не только оживила НАТО, но вдохнула в него, придала ему второе дыхание и поставила больше вооружений, чем они все вместе взятые. Тем не менее, концептуально пока, вот как говорят авторы, не определились в новом историческом моменте. По мнению авторов документа, Соединенным Штатам необходима такая стратегия в Европе, которая, с одной стороны, обеспечила их стратегические интересы в Европе, с другой стороны, уменьшила бремя финансовое, которое они несут, на обеспечение безопасности Европы. То есть безопасность США и Европы по-прежнему неразрывно связана. Надо обеспечивать безопасность. Но с другой стороны, надо как-то так это все перестроить, чтобы европейцы взяли на себя большую ответственность. Но с одной стороны, сами европейцы этого хотели. Это же
любимая и избитая песня Макрона, что мы суверенные, мы должны быть более независимы, а для этого мы должны проводить свою собственную политику в области обороны. Ну вот и давайте, вот и пришло ваше время. С другой стороны появились государства восточного фланга НАТО, которые в связи вот с этой политикой, которую проводит Путин, с той агрессией, которую он проводит жесточайшую в отношении Украины, они содрогнулись и поняли, что нужно более активно строить свою оборону от путинского режима. Причем они поняли это быстрее и в большей степени, и более остро, чем это доходит до умов политиков в странах Старой Европы, прежде всего в Берлине и Париже. По мнению, значит, автора доклада, необходимо провести своеобразную реструктуризацию или рекалибровку взаимоотношений и приоритетов Соединенных Штатов в рамках НАТО, которая должна состоять в следующем. Основную часть, основное бремя средств сдерживания обычными вооружениями нужно переложить на сторонников, то есть на европейских стран НАТО. То есть Соединенные Штаты должны их вооружить до такой степени, когда бы они считали, что они могут обеспечивать свою оборону, в том числе прежде всего сами. Раньше было иначе. Раньше я им рассказывал, что концепция была такая во времена Советского Союза. Там в Европе должно быть столько войск НАТО, и американских прежде всего, и столько техники, чтобы обеспечить в случае начала агрессии Советского Союза, обеспечить защиту рубежей Западной Европы хотя бы на неделю, устоять перед советскими танковыми армадами, в ходе которых американцы в плане рефорджер через мост перебрасывают свои основные силы, и вот тогда начинается основное сражение. Теперь, значит, речь идет о том, что надо им дать больше техники, лучше их вооружить, натренировать, и чтобы каждая из этих стран могла самостоятельно, серьезно обеспечивать свою безопасность. США будут по-прежнему обеспечивать ядерный зонтик, они должны будут обеспечить поддержку высокотехнологичными видами вооружений, новейшими. Ну и плюс оказывать там финансовую помощь и так далее. То есть надо отказаться от извечной дискуссии о том, что каждая страна должна давать там 2%, выделять на оборону 2% от своего ВВП. Это вот такая же история, как в Советском Союзе были показатели пятилетних планов. Вот столько процентов, вот вынь да положь. То есть 2% можно выделить, 2% и потратить их впустую совершенно. То есть ясно понятие, да? Нужно дать им больше, странам НАТО, больше обычного вооружения, и они этого хотят. Польша этого добивается, Румыния этого добивается. У Финляндии их достаточно, у Швеции достаточно, можно пополнить еще. Но они должны будут в состоянии быть уверенным, они должны быть уверены, что они, в случае, если Вагнер попрет, вот как сейчас, они могут это быстро отразить, не дожидаясь, пока для этого прилетят американские, значит, десантники и танкисты с территории, из океана. Дальше. Из этого следует, что США должны прежде всего развивать свои отношения с теми странами НАТО, которые наиболее серьезно обеспокоены обеспечением своей безопасности. И как показали последние 1,5 года и немножко больше, начиная с российской агрессии, это страны восточного фланга НАТО. Потому что им прежде всего угрожает эта опасность. А Франция и Германия, раньше Германия была вот как раз раздел этого восточного фланга, чуть ли НАТО, когда с одной стороны российские войска стояли, группа советских войск, а с другой стояли натовские, американские танки, абрамсы пресловутые. А теперь это все сдвинулось на восток. Теперь это Польша, Румыния, теперь это страны Балтии, теперь это Финляндия, Швеция, Норвегия. Вот они, страны НАТО, которые считают, что им надо укреплять оборону самым быстрым и радикальным образом. И это вот и есть настоящие союзники Соединенных Штатов Америки.
То есть речь идет о укреплении восточного фланга НАТО. А такие страны, как Германия, они будут финансовыми донорами. Они тоже укрепят, потому что деваться некуда. И Германия приняла решение о выделении больших денег на Бундесвер, производство нового, большего количества вооружений. Но тем не менее, так получилось, что с момента окончания Холодной войны Германия забыла про оборону. Она сделала ставку на развитие социальных программ в своей стране. Почему туда и едут со всего мира, прежде всего из Африки. И теперь ей трудно, занимает время, во всяком случае, так прийти в себя и вернуться обратно. Но до тех пор, пока это не произойдет, значит, Бундесвер это будет представлять собой бледное подобие того, что он представлял во времена Холодной войны. То есть надо, чтобы менталитет народа германского, который вырос за последние десятилетия, с 91 года, крушения Советского Союза, чтобы они перестроились и поняли, что Бундесвер – это их защита, и надо о нем думать, а не социальных проблем. Вот. А все остальное, то есть пока это будет происходить, Германия будет финансовым донором вот этой новой, более активной группировки НАТО. И здесь открываются широчайшие возможности для Украины. Потому что вот для этих стран Восточной Европы, для всех их, они бы мечтали иметь Украину в своем, то есть в НАТО, поскольку это тот буфер, сейчас они на передовой, на первой линии огня. А Украина, если в случае вхождения в НАТО, она станет первой линией огня, причем украинцы, как это стало совершенно ясно. Еще неизвестно, как будут воевать все остальные, а вот украинцы, они проявили себя, что они могут это делать лучше, чем кто-либо другой. И эта же концепция, в принципе, она вписывается и с теми взглядами, широко распространенными в Вашингтоне среди большого количества политиков, и прежде всего республиканских, которые говорят, что для нас главная задача – это готовиться к войне с Китаем. А Россия, агрессия в Украине – это, так сказать, второстепенное дело. Окей. Но для того, чтобы освободить Соединенные Штаты, трудно вести и готовиться к войне на два фронта. И трудно будет вести эту войну на два фронта. Им нужно освободиться от части от бремени своих обязательств в Европе, как говорят некоторые аналитики и политики. Окей? То есть, если вы произведете вот такую реструктуризацию в рамках НАТО, то вы тогда можете перебросить часть своих средств, сил, вооружений на Индо-Тихоокеанский регион и таким образом обеспечивать сдерживание. Дальше в докладе предлагаются конкретные вещи. Европа за последние 3 десятилетия уклонялась от оборонного бремени, то есть от обеспечения собственной безопасности, и недостаточно инвестировали в оборонную промышленность. Для того, чтобы новая европейская стратегия заработала, Вашингтону необходимо четко представлять себя, как различные страны воспринимают угрозу, исходящую от России, а также определить, какие в связи с этим страны охотно вкладывают средства в оборону и полны решимости серьезно заниматься своей обороной, они делают это неохотно, из-под палки или откровенно халявят, господа. Как, например, Венгрия. Разобраться, кто настоящий союзник НАТО, а кто, получается, халявщик, который хочет вкладывать минимально, надеясь, что когда жареный петух клюнет, Америка со своим ядерным зонтиком придет на помощь. Европейские союзники, которые охотно вкладывают оборону, которые считают, что есть государства между ними и Россией, которые их спасут, они должны быть названы конкретно. Эту проблему нельзя замазывать дипломатическими тонкостями. США должны уделять приоритетное внимание тем странам, которые серьезно относятся к передаче бремени от США к ним в вопросах коллективного сдерживания и обороны. Саммит НАТО в Вильнюсе
обязал Североатлантический союз разработать региональные планы. Там, помните, планы север, юг, запад, восток, там, и так далее. И новую модель сил, как это все будет работать для верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе. И много в этом плане будет, то есть нужно вот это провести, эту работу, определиться, кто есть кто может реально работать в этой новой структуре, а кто просто будет балансом, кого нужно перевооружать и вооружать до зубов, а кого можно оставить в качестве финансовых доноров, чтобы они платили, кубышки финансовые, чтобы они платили за все эти мероприятия. Страны, расположенные на восточном фланге НАТО, должны возглавить. Они возглавили фактически эти усилия, выступая за увеличение своей доли, своей роли в НАТО. И действительно, те страны, которые будут играть главную роль в этой новой оборонной концепции, они будут играть и главную роль в НАТО. Не те страны, которые самые большие, которые наибольшие промышленной базой обладают, а именно те, которые стоят фактически на защите всего фланга НАТО. Я вам их перечислил, начиная с Норвегии, Норвегия, Финляндия, Швеция, страны Балтии, Польша, Румыния. Вот на Румынии они, как правило, останавливаются. По поводу Болгарии и Турции как-то особо не вспоминается. В докладе подчеркивается, что речь идет не о отмене 5 статьи. Она будет существовать. Просто НАТО будет работать иначе. Среди них, в этом НАТО, грубо говоря, будут страны-воины или страны дозорные, что ли, которые будут стоять на рубежах. И будут те, которые, если они будут нужны, которые будут обеспечивать финансы. Это, значит, всех этих мероприятий. И поскольку здесь говорится о том, что те страны, которые хотят на халяву проехаться, их надо назвать конкретно, я думаю, что надо было, имел бы смысл идти дальше, не только назвать конкретно, но и как-то так призадумываться о тех гарантиях, которые весь этот коллектив предоставляет своим участникам. Ну хорошо, значит, страны восточного фланга НАТО – это передовой рубеж обороны. Франция и особенно Германия – это, так сказать, кошелек всего этого. Но что там делает Венгрия? Орбановская Венгрия. Причем здесь она вообще? Где она, куда она сюда вписывается? Она только портит всю эту малину. Поэтому, думаю, рано или поздно станет вопрос, что делать вот с таким балластом, который совершенно не нужен. Вот Финляндия. Финляндия обладает одним из самых сейчас эффективных и сбалансированных вооруженных сил на восточном фланге НАТО. Польша намерена создать армию численностью в 300 тысяч человек, обладающую самыми большими бронетанковыми войсками в Европе. И таким образом у США появляются союзники, способные, и, внимание, самое главное, ключевое слово, желающие обеспечивать сдерживание России. И теперь то, что касается Украины. Нашей целью Соединенных Штатов, должно стать вступление Украины в НАТО, что позволит в будущем создать украинскую армию мирного времени численностью, возможно, до 350 тысяч военнослужащих. Такой шаг резко изменит соотношение сил между Россией и НАТО в пользу Альянса, что позволит Соединенным Штатам сосредоточиться на Китае без ущерба для своих интересов в области безопасности в Европе. То есть США, еще раз подчеркиваю, 5-я статья остается, США остаются гарантом вот этого ядерного зонтика. Они по-прежнему все концепции о том, что в случае российской агрессии начинает работать воздушный мост, и это все перебрасывается из США в Европу. Но главный вот смысл всего этого – это создание группы стран, пояса, которые способны и имеют желание обеспечить сдерживание путинской России. И в этой новой европейской стратегии США должны отдать
приоритет странам, которые не называются Междуморьем. То есть Северное море, Балтийское море и Черное море. Вот весь этот восточный фланг НАТО. В рамках этой стратегии США должны перебросить свои силы, значительную часть своих сил из Центральной Европы, скажем, или Западной, из Германии на восточный фланг. Финляндия, значит, должна перебросить, вернее, Финляндия должна стать как бы зонтиком и старшим партнером в обороне Латвии. Польша должна начать играть такую же роль в отношении Литвы. Ну и резюме. Если Соединенные Штаты намерены укреплять НАТО, освобождая при этом больше своих ресурсов для Индо-Тихоокеанского региона, то есть для сдерживания Китая, а это проблема сейчас номер один для США, то время для перелома наступило. Вот такой, господа, содержательный доклад, который открывает, ну, то есть он, дорога, как говорится, ложка к обеду. Вот он как раз для этих переговоров. Единственное, что для этого нужно, как мне кажется, нужна смена той команды, которая сейчас играет главную скрипку в этом оркестре, которая, на мой взгляд, нацелена не на то, чтобы наиболее эффективным образом решить оборонные и внешнеполитические задачи Украины, а для того, чтобы дорваться до своих 2 миллиардов долларов. Думаю, это у них не получится. Не то, что думаю, уверен в этом. Думаю, что все будет хорошо. Поэтому, как обычно, слава Украине и ее вооруженным силам. Враг будет разгромлен, победа будет за нами. Вам, друзья, как всегда, выдержки, мужества и полной уверенности в нашей неизбежной победе. До новых скорых встреч!